Итак, на живом примере посмотрим порядок постройки. Только на этот раз мы будем делать более агрессивную версию. Будем пытаться с пляжа захватить остров. Соответственно, посмотрим ленивую построечку до такого случая. То есть минимум телодвижений, минимум действий и максимальная концентрация на том, что происходит у нас, и на том, чтобы захватить остров и занять выгодные атакующие положения. Итак, как мы видим, значит, командир начинает строить сначала самолетную фабрику, потом заказывается один генератор электричества, затем 4 рудника, и дальше командир идет гидрокарбон. Значит, на самолетной фабрике у нас в очереди идет заказ 5 инженеров, потом один транспорт, потом один разведчик, и потом еще там 25-30 инженеров, ну, просто чтобы было. И, в принципе, мы с этой фабрики так и будем продолжать производить только инженеров. Значит, первый инженер сразу же идет на гидрокарбон. Дальше, как только он построит гидрокарбон, он будет строить 2 нижних металлоэкстрактора на вот точечках. Второй инженер и третий у нас пойдут на лес. Вот второй пойдет вот на эту точку. Значит, через атаку будет собирать лес для того, чтобы пополнить хватающее электричество. Вот сейчас командир двинулся, достроив металлоэкстракторы, двинулся на помощь гидрокарбон делать. Значит, как видите, после того, как поможет делать гидрокарбон, в очередь ставим ему 2 электростанции первого уровня, потом самолетную фабрику и еще 5 электростанций первого уровня. Так, значит, возвращаемся к самолетной фабрике. У нас здесь вышел уже по счету 4-й инженер. Он начинает помогать самолетной фабрике строить. Точно так же будет 5-й инженер помогать строить. Это уже будет транспорт. Ну, если вы обратите внимание, то и металл, и электричество находятся приблизительно на отметке 0. То есть у нас и поступление, и расход хорошо сбалансирован. Единственное, сейчас уже начинаю собирать инженеров для того, чтобы отправлять десант, и электричество упало минус 100. Ну, это временно. Это небольшая такая вот у нас проблема с электричеством, который не отразится на ходе игры. Значит, уже транспорт почти достроен. У инженера уже выстроили в ряд для того, чтобы не терять время. Сразу же сажаем 4 инженера в транспорт и отправляем на остров. Тут же, как только у нас появляется разведчик, отправляем его на базу противнику. Вот посмотрели время. Значит, отправки приблизительно 2.40, 2.50. Итак, смотрим. Самолетная фабрика номер 2 построена. На ней сразу же заказываем. В очередь добавляем, значит, перехватчики и разведчики. Значит, как только выходит 6-й инженер с самолетной фабрики номер 1, отправляем его достраивать верхние металлоэкстракторы. 7-й инженер идет, захватывает вот эти вот металлоэкстрактора 2. Как видите, я еще дополнительно собираю с помощью в ручном режиме деревья, чтобы получить дополнительную энергию. Вот здесь вот крутится наш разведчик, чтобы посмотреть, во что идет противник. Ну, сейчас, конечно же, в режиме песочницы все это происходит. Здесь противник — это просто обычный там компьютер, и он не будет отправлять транспорт. Но мы должны понимать, что реальный противник либо будет строить транспорт, либо перехватчики, и мы должны успеть высадить десант. Соответственно, вот он прибыл транспорт. Мы высаживаем 4 инженера, сразу заказываем уже наземную фабрику. В ней 4 маленьких робота, потом, вернее, 2 маленьких робота, потом 2 противовоздушных, потом 2 маленьких робота, потом 2 противовоздушных боевые единицы. И помогаем после постройки 4 инженерами фабрики строить в нашу очередь задач. Одного можно сразу же послать на постройку вот этих вот металлоэкстракторов, 5 штучек, соответственно, для того, чтобы пополнять
недостающий металл. Ну, как вы видите, здесь уже подлетают самолеты-перехватчики. Вот командир завершил свою задачу и направился в место, откуда он начинал, место высадки, для того, чтобы совершенствовать наши рудники. Итак, мы с вами уже сейчас захватили остров, начали совершенствовать рудников. Как видите, металл плюс-минус, то есть на уровне нуля, достраивается рудник. Сейчас я его поставил на паузу, командир его помогает совершенствовать, но сам рудник я поставил на паузу для того, чтобы сделать фабрику для производства кораблей. Иначе очень большой расход металла, мы просто с вами уйдем в минус. Ну, вот я сейчас смотрю, как двигается у нас здесь сбор ресурсов. Немножечко пододвигаю. Как вы видите, лес уже здесь собран, здесь собран. И вот переставляю точку сбора, точку сбора ресурсов для высших инженеров самолетной фабрики номер 1. Так, ну вот следующий у нас выходит инженер, который вот только что появился. Мы должны задать очередь строительства дополнительных электрогенераторов первого уровня, потому что, как видите, электричество начинает убывать и уже не хватает того, что собирается с помощью инженеров вот тут на поле верхнем из деревьев. Поэтому нам необходимо еще где-то 2 или 3 инженера строить дополнительные электрогенераторы. Вот смотрим, у нас сейчас 5:40, у нас есть уже первый корабль, мы заняли остров, у нас есть авиация, и можно уже начинать поджимать нашего воображаемого противника. Значит, по генераторам электричества, как видите, там вот кружочек такой образуется. Туда можно еще поставить или воздушную фабрику, или наземную. Сейчас в транспорт происходит загрузка мелких роботов. Они, как вы знаете, могут атаковать все, что находится под ними в режиме транспортировки. Вот, значит, продолжается совершенствование рудников. Мы с вами должны постоянно следить за тем, чтобы не простаивала экономика, за тем, чтобы постоянно у нас что-то совершенствовалось, за тем, чтобы постоянно у нас где-то плюс-минус 0 был металл. И вот прилетел сейчас десант, только я не высажаю мелких роботов, продолжаю бомбить сверху. Значит, смотрите, как только у нас в минус уходим, мы ставим на паузу рудники, которые совершенствуются. Таким образом у нас происходит более эффективное развитие экономики. То есть мы не должны сильно уходить в минус и не должны быть в сильном плюсе. Ну, здесь вот попытка атаковать, имитация этой попытки. Значит, опять снимаем с паузы металлоэкстрактор, передвигаем вот сюда вот инженеров для того, чтобы дальше продолжать собирать и лес, и камешки маленькие. Значит, у нас построилась еще одна фабрика, уже наземная, на самом дальнем краешке, вот видите, левом, да? И мы продолжаем тогда собирать там металл из камешков и из леса, и